потому что моя не подошла, на Intel у меня переходника не было, и у меня сейчас стоит обычный такой, ну, типа кулер, ну, хороший, типа это самое. Водянка у меня только завтра будет. Да, этому процессору, у него же тепловыделение вообще. Если ты первый видос смотрел, не знаю, смотрел, не смотрел, у Второй чела смотрел. вообще выяснилось то, что у него, да и у всех 7800 X3D по заводу, короче, чтобы они не сгорали, блять, AMD урезала им, короче, теплопакет до 82 Вт получается, 85. Хотя они Ага, изначально шли 120, но они когда гореть начали, они им просто рубанули на 40 Вт, прикинь, чтобы они просто перестали ебать. гореть. А из-за того, что они, короче, порублены сейчас по теплопакету, если ты стресс-тест запустишь, ты запускал, да, стресс-тест? Да, я там закидал инфу, все. Короче, ты посмотри на частоту на его. Там видно, что он 4,4. Он начинает частоты, сука, ронять. То есть он начинает как клоун себя вести за своей бабки, понимаешь? И это нельзя снять, это лимит, это на заводе. Прикинь, они шиют тут такое. Бля. Давай, показывай экран. Я запись врубил. Так, давай. Всем привет, кстати, ребят. Мгм. Если тут смотрят. Тоже там передаю. Так, есть. Рубрика в поисках FPS на 7800 X3D, блядь. Господи. Я не думал, что мы когда-то вообще к этому прикатимся. Я думал, это так и останется для всех несбыточной мечтой. Процессор, который выдает 500 FPS, а все, блядь, на него дрочат. Да. Самое смешное, что 9800 X3D это его старший брат, который просто разогнан, по большому счету. Это он же. Это он же, просто его переназвали. Там что-то там, они, не знаю, перетасовали там что-то, но непонятно, блядь. Так, у тебя из софта что стоит? Вообще хоть что-то есть? ТПУ Z есть, и есть Ага. это Аида. Ага, отлично. А покажет CPU Z? Так, давай начнем с малого. Так, тихонечко почекаем, что там у тебя пишет. Мгм. Так, 48, так, 8, 16, вижу, кэшек, так, ага. А покажи мейнборд. Так, 850-я плата, ух ты, серьезно. А почему? А, у тебя, я понял, у тебя 4.0 видюха, у тебя же не 5.0. Материнка 5.0, а видюха 4.0. Окей. Memory. Мгм. Так, вижу, что у тебя XMP не выставлено. Специально так должно быть или не должно быть? Без понятия вообще. Окей, понял, сейчас дальше дойдем к этому. SPD. Мне компа только вот утром собрали. Я понял. Настройки не выставили в BIOS, короче. Так, Мгм. графикс. Так. Покажи графикс. Нижняя, ага. 200-ваттная асусовская, походу. Dual либо какая-то, да, у тебя? Микрон. Кто именно что? Видюшка. Б Она Видюшка большая или асовская, маленькая? да. Да, большая, ну, на 2 кулера, Значит, Asus Dual. У меня была она недавно. да. Так, окей. Микроновская. Ну, здесь все нормально. Так, ну понятно, по оперативе я сразу вижу то, что XMP не выставлено. Мы сейчас это поставим. Знаешь, куда зайди? Давай, бенч. Мгм. Нажимай. Бенч. Мгм. Да, Мгм. нажимай. 7000, так, 6900. Ну, там стрим немножко будет отъедать, но это мы сейчас разберемся. Кулек, который на процессоре стоит, какой у тебя? Не помнишь? Да какой-то такой обычный мне поставили чисто на время, чтобы завтра водянка уже придет и поставить. Мгм. Просто там, знаешь, у него же 85 ватт тепла, и я к тому, что если прям это она дорого тебе стоит, эта водянка, бля, она тебе вообще ничего не даст. Ну, так чисто между нами. А она вообще, типа, не... Мгм. Она же, чтобы тепло отводить, а он тепло не выделяет, он не горячий. У них А. проблема же не в тепле, у них проблема в крышке этой петушиной, которую все спиливают. У меня вон чел написал вот вчера или позавчера 7700 Ryzen, короче, его заебало, он просто спилил миллиметр крышки, прикиньте, наждачкой, тупо наждачкой. 10 градусов, прикинь. 10 градусов скинул процессор у него, прикинь. Ебать. И это вообще пиво какое-то. Я говорю, что они там, блядь, на своем заводе делают? Что это, блядь, за крышки, нахуй? Это Пиздец. все обкурились. Не, прикинь, они же на таком хайпе, но их все так любят, все их покупают. Но зачем вы такой продукт делаете? Делайте нормально, блядь. Мгм. Пиздец. Так, окей. Пойдем в Аиду, закрывается паузетку. Сейчас сразу посмотрим, что, как она себя ведет вообще. Я в одном месте комментарий, во втором месте комментарий вижу, что они крышки пилят эти, блядь. Им уже насрать на гарантию, они просто пилят крышку. Заходи в огонь. Нормальная тема. На весь экран. Ага. Смотри, сверху все галки сними, кроме FPU. Да. Угу. Сделай Statistics. Не, Statistics Ага. открой.
Да, может так, может так. Ага. Смотрим. Сейчас мы увидим 85 Вт, скорее всего. 73, ебать. Ух ты. Частота вообще 3900. О, температура 78. Так. О, да. Это, конечно, печалька, блядь. Это печалька. Ну, типа, это немного, но... Тут вообще, короче, он у тебя придушен по питанию. Установка водянки вообще есть ничего не даст. Надо сейчас в биосе прям конкретно всковырнуть его. Посмотреть, что Мгм. там за настройки. Так, 70 Вт. Но здесь есть, по-любому, есть над чем работать. То есть это ты не просто так позвонил, это уже хорошо. Мгм. Это Так, нормально. Ну вот, да, ну водянка, кстати, ну, я там брал хорошую какую-то, там она 100 с чем-то БЧ, MCI-евская какая-то, типа. Блять, а что такое 4, блять, вольта по 5-вольтовой линии и 10 вольт по... А что за блок питания, братан? Ты сейчас комп себе спалишь в курсах? У Ой, тебя ебать. ведь... Посмотри на линии. Линии смотри сверху. Где? Вот, ниже, ниже, ниже. Вон, ниже. Видишь, написано 3,3. Выше. Да-да. Видишь 3,3? 3,3 дает. 5 вольт, смотри. 4 дает, 4. прикинь, на 20% меньше. 12, 10 только Ага. дает, 11 почти. У тебя просад по линии Ау. в таком случае, ну, типа, в таком диапазоне, ну, типа, недопустим. То есть у тебя Ого. или датчики, короче, какие-то уебанские по питанию, либо у тебя блок питания мертвый. Что за блок питания? Есть коробка от него? Блок питания хороший, я тебе сейчас скажу, какой он. Угу. 5-вольтовая линия, это, короче, твои USB-шники, это твои SSD-шники, это твои диски все на нем. То есть, если там, если сильно будет питание превышено или понижено, то может повредить все вообще устройства, которые... Наушники, все вообще, что у тебя Блок, есть. блок питания 850 Вт, 80 плюс называется. Вроде А, бы как. Это где-то можно через проверить? Не, никак не проверить, коробка нужна. Сейчас я скажу так. Вот это жестко, блядь. Короб... Новый Коробки-то нету, компьютер потому что... Не, комп сам не новый, потому что я покупал сборку, вот эти вот тут сборка под сталкер, дизайн необычный, типа форм-фактор самого компа, и мне его еще 2 года назад сделали, типа на заказ. А вот это я решил обновиться только на этот, скажи мне, на AMD-шку. Я понял. А ты можешь с телефона как-нибудь попробовать сфоткать кишки компьютера так, чтобы было видно наименование блока? Там бывает наклейка сбоку видно у блока. Есть такая возможность? Да, я вот сейчас смотрю, у меня просто, ну, у меня зеркальные стороны две. Я сейчас Ага. пытаюсь найти где-то эту надпись. Она либо снизу, либо сбоку. Ну, с одной стороны нету. Бля, сзади тут куча этих всяких проводов, бля, ни хера не видно. Короче, блок ты не менял, да, я так понимаю? Да, блок я не менял, вот как я Мгм. его взял. Но он еще в стиле этом, бля, сталкеровском. Он тут, наверное, может, они что-то перебирали. Мне интересно, как они так компы кто там собирает, конечно. Как они вообще смотрят? Они тестируют вообще их или нет? Что это за 4 вольта, блядь? Что это такое? Так, Интересно. сейчас 80 плюс голд. По процессору 1 вольта не хватает. То есть, получается, 12-вольтовая линия в просадке. Это и видяха, и процессор получает дэмэдж. Ебать. Да, такая хуйня. Не знаю, как Просадка, было раньше у меня. максимальная просадка допустимая по 12 вольтам, по-моему, 10%. То есть до повышения 13,2, по-моему, допустимо, и до понижения 10,8. У тебя почти на критической зоне находится. А по 5 вольтам 10% это 4,5, у тебя 4 вообще. Вообще пиздец. Бля. Жестко. Это прям, Так, я даже не знаю, первый раз такое вижу. сейчас, короче, крышку снимаю. А ты в тесте сегодня, когда скидывал, там есть информация, да? Это я просто не успел посмотреть. Я так бегло Да, да, посмотрел. да. Я Скидывал. там все заполнил. Угу. Интересно даже. Бля, ну на блоке питания вообще ноль надписей у меня никаких. Он черного цвета, Я да? могу... Да, ну он, не, он вообще разукрашен под сталкер, типа. Но я могу дать демку с телефона, с Дискорда. С телефона, с Дискорда демку. Ну, Блять, камеру показать. нам смысл этой демки. Нам нужна Ну, маркировка. типа, да. Документы есть какие-нибудь от компа вообще? Да, уже тут 2 года прошло, у меня от него ничего не осталось. У меня ну, есть на сайте, типа, вот
когда он продал, ну, как я его покупал, тут просто написано блок питания 850 В 80 плюс Gold. И как бы все. А фирма? Не написано. Блять. Ну, я так не определю. Она же, ты Кащ- говоришь, он обклеен, получается, походу, наклейки сняты, он, видимо, в кастоме. Ну да, да, он кастомный. Э, А ну сейчас я могу написать типу, который мне это собирал. Попробуй. Так, ой, если он в сети читает, сейчас может скажет. Сейчас какой-нибудь Thermal Take будет 100%. Что-то подозреваю я. Ну, нормально, говорит, у тебя на коробке должно быть написано. Говорю, спасибо, 2 года прошло. Ха-ха-ха. Сейчас бы я знал, где та коробка. Короче, у нас инфы нет. Это, блядь, интересный случай. Ну, А у сейчас, него может, он провода... где-то по базе найдет. У него провода или вентиляторы. Мы можем по вентилятору и по проводам определить, что за блок питания. Смотри, давай я Ну, буду я тебе называть могу... бренды. Называть бренды, а ты, может быть, у тебя какая-то память осталась. Может быть, это будет Big White. Честно, я на ту коробку даже не смотрел. Я его когда распаковал... Опа, так, что-то он мне скинул. Мгм. Эм, Гигабайт. Гигабайт P850 О, GM. я понял. Понял, блядь. Не, блядь, сейчас, секунду, подожди. Сейчас, блядь, что-то у меня нехорошие какие-то, блядь, флешбеки. Сейчас, погоди. Так, подожди. Набор кастомных кабелей питания. Это, наверное, для света. Рамка для сокета. Да, это, наверное, для света кабеля питания. Гигабайт. Гигабайт 800. P850 GM. 850 GM. Вт. Ага, открываю. Так. $9000 стоит. Так. Он модульный, да, получается? Проводочки с него щелкиваются. Да. Гарантия у него осталась или нет? Вроде бы есть, да. Но вот ты опять же таки думаешь, меня попросят, типа, ну, коробку можете нам скинуть? Я такой, ага, Не, коробку. а коробка не является причиной отказа в гарантии. Ты что, блядь, обязан коробки М. хранить? Коробки хранят только, когда ты вещь Чек? возвращаешь. Нет, тоже не является каким-то условием отказа. Чек, ты можешь А, сказать, чек со слов, может быть. Ты можешь сказать, я у вас купил, вот примерно. Пускай они сами ищут. Они а, должны в базе найти чек, ну, в что ты принципе, купил. ну, на весь комп у меня гарантия 3 года была, так что, в принципе, типа, он еще на гарантии. Ну, Просто ну вот я... как, я уже тут его переделывал же. Это пофигу. Ты ничего такого. Ты же не вскрывал пломбу на блоке, не сорвал, ты там наклейка есть. На блоке питания? Да. Не, вообще его не трогал. Если они сами закастомили, если они сами с ним что-то делали, это их вопросы. Типа, любые изменения блока питания ты не проводил. У меня гарантия пишет 5 лет, короче, вот в наших магазинах. Значит, у вас по-любому тоже Мгм. 5 лет. Или 3 минимум точно. Ну, у меня не, вот я прям смотрю, это самое, то, что я покупал, то 3 года. Угу.
Я, честно, не знаю, как эти все датчики срабатывают и как это все рассчитывается, вся вот эта мощность, все вот эти вольтажи вот эти вот. Я, честно, я в этом не специалист. Но вот эта Мгм. программа, она, знаешь, она показывает хотя бы то, что у человека обычно там где 5, там 5. Типа там где 3, там 3, там 12, 12. То есть мне спокойно хотя бы внутри. Но здесь конкретно, то есть Мгм. это 1 на 100 случаев примерно, когда вот такая тема, когда отличается. И я вот думаю, что нам делать сейчас? Мы сейчас можем, Мгм. короче, комп настроить, но ты готовься к тому, что тебе надо будет найти контакты магазина, с которым где покупал, и как-то им сообщить, что так и так, пацаны, вот я вам эту фотку, прям фоткаешь сейчас вот это все, и говоришь, а что это за Мгм. хуйня у меня в 5 вольтах и 12 вольтах. И прям сохрани, напиши, что допуск максимальной просадки около 10%. Это написано прям в любой инструкции. Да, вот это сохрани, Мгм. и им прям в рыло Щас тыкай, я пускай. уже закидаю. Тоже ему скинь, скажи, тут какая-то хуйня, ебать. Что у тебя по USB работает? Много SSD-шек у тебя висит? Дисков? 2 штуки терабайтных у меня. 2 штуки терабайт. Я не думаю, что они прям сгорят у тебя за день, за неделю, там, это вряд ли. Вот. Но вообще просто нельзя так оставлять, надо, естественно, это пофиксить. Вот. Если они это устранить не могут, то пускай возвращают или деньги, или аналогичный блок питания, но пускай это будет лучше не гигабайт. Пускай это будет, я не знаю, Deepcool какой-нибудь голдовый, тоже модульный. Да мне даже проще, чтобы с ними не ебаться, заказать просто блок питания. Ну, им отдать, и все, пускай бабки бэкают, это и покупай новый. Все. Гарантия это твой возврат денег. Все. Ну, хоть себе ее там поставить куда-нибудь. Он стоит у нас 10 тысяч. Не, ну, ну, в принципе, это Сто сейчас, двадцать баксов примерно. Чё бы нет. чё бы нет. Ну да-да-да. Ну, я, в принципе, если я так 2 года на нем просидел, я его грузил страшно просто. Не, он, скорее всего, ну, когда новый был нормальный, это уже сейчас он Мгм. такой. То есть это уже просевшие вот эти банки, блядь. Как он, не банк, как они Мгм. называются? Я понял, да, он мне говорит Конденсаторы, говорит, короче. Конденсаторы вот эти. Или вообще вздулись, или что-то с ними, короче. Они уже не держат, я так ну понимаю, мощности. ну, он мне сказал, говорит: "Да, надо отправлять весь комп на сервис". А весь комп не надо, а надо просто, чтобы блок питания заменили. Пока Не, он говорит: компьютер. "Надо весь комп", говорит, "потому что проблема может быть, в других комплектующих". Ну, он может все что угодно написать. Сейчас Ну Мы да. сейчас, мы сейчас не будем устраивать сломанный телефон, мы сейчас сразу, наверное, закроем эту тему лучше. Да. Смотри, Ну мы сейчас с да. тобой пойдем в BIOS. Мне надо будет, чтобы ты с телефона сделал так, чтобы лицо не было видно. Ну, камеру обычно или закрывают рукой, или как-нибудь разверни ее, чтобы это... Комп Я ставь на... переключу, да. Стоп, подожди, а мы же с тобой не посмотрели, что по FPS, нам же интересно. Давай я сейчас закрываю все программы, пошли в Rust. И FPS монитор. Погнали. Мгм. Так, сейчас FPS монитор поставлю. А если в "Стиме" меня показывает? Не пойдет. Давай FPS монитор, он веселее. Там у него типа и Давай. FPS, и всякие. Сейчас. Это как с врачами то же самое. Каждый врач говорит, что прошлое хуёвый. Поэтому здесь с мастерами то же самое. Типа, я буду не согласен с тем, что он говорит, а он с тем, что я говорю. Ну, так мы не Ну, в сможем ничего принципе, решить. да. Не помню, что на 3,3 висит. На 3,3 вольтах. Я честно не помню. Возможно, возможно диски на 3,3. А на USB 5. Я не помню. Пускай в комментах напишут. Но я вот тогда после теста, после того, как я тебе вот это все закинул, я все, что поменял, включил максимальную производительность на электропитание поставил и что-то там еще так. Ну, вот последний, на котором я играл, где-то он есть large. 120 онлайна? Серьезно? Да? И здесь тормозит? Сейчас посмотришь. Бля, ну это вообще страшно. Ой, как горячо процессору. О, как горячо. 86 градусов. Ох, башня вообще Ох, не справляется. Тротлит у тебя. 88. Ой, хорошо. ой-ой-ой.
Да не, с ним ничего не будет, он просто будет себя пытаться задушить. Он сам себя душит постоянно. М. Он уже себя придушил почти на 5%, на 10 почти процентов. Понятно, что здесь все будет тупить, это очевидно было. 90. Нормально. Люди мне такое скидывают, там 100 плюс градусов, они сидят и спрашивают, а это нормально, что у меня 100 градусов видеокарты и процессор в ноутбуке? Я говорю, да, все нормально, в принципе. Как раз Ну, можно можно себе яйца. завтрак пожарить, в принципе, да. Да, яички закинь туда и нормально. А видюха 53 такая, типа, пацаны, я не с вами. Вы там куда полетели, блядь? Дюха на чили, на расслабоне. А, не горячий ас. Только самое смешное, что у меня попалась бракованная, я ее вернул. У меня была белая создол, я ее вернул, у меня 100 градусов по хотспоту грелась она. Жесть. Абсолютно новая, прикинь, через месяц просто начала тупить. Я посмотрел, он у меня 100 градусов греется. Вот так вот. Все косячат Да, абсолютно. ну. Процессоры Ну, я когда, косячат. Видюхи ну, я когда косячат. брал комп, тоже натупил, потому что это так было, знаешь, детская мечта, которую хотелось исполнить. Я увидел, блин, красивый комп, но стоил тогда он сколько? 3 баксов он, наверное, стоил. И я такой, ебать, да, беру. Мгм. А потом мне типа сказали, что ебать, за эти бабки можно было такую пушку взять. У меня завезли вот этот Intel. Сейчас у тебя пролагает звук. Алло? Звук пропал, сейчас подожди, если сервак зайдет, проверишь. Мгм, 100 FPS вижу. Мгм. Не слышно. Попробуй, знаешь, что сделать, если у тебя микрофон USB-шный? А, просто ткни в USB его и обратно. Возможно, кстати, это связано с питанием вот этим ебаным, что питания не хватает. Это жесть, конечно. Не USB? Нет. А у тебя уже были проблемы со звуком? Беспроводные? Я понял. 105 FPS. Блять, надо ждать день, короче, и смотреть. Процессор в перегреве, тротлинг уже 10% примерно у него, то есть он себя душит. У него уже вольтаж до 0,9. А что, мы звук не сможем фиксануть, да? Нам бы звук фиксануть, как-то попробовать. Да, попробовать надо, перезвонить хотя бы. Алло? Не слышно пока. Посмотри в настройках винды, у тебя что написано. В настройках винды у тебя в устройствах не позбивалось все, может, у тебя повылетало с настроек винды. Дискорд вообще, он такой, знаешь, он с Bluetooth вот этими устройствами, он такой очень капризный. Пока не слышно. Pro X, Light Speed, микрофон, динамики. Парарам, парарам. А поставь USB девайс. Что за USB девайс? Ну-ка. Алло. Не слышно. А у тебя другой микрофон есть? Попробуй с другого микрофона. Так. Что-то у меня зависло все. Ага. Не слышно пока. Попробуй, да, другой микрофон. Мы сейчас с этим блютусником намучимся, походу. Да, но это жестко. 95 FPS, это вообще даже близко такого быть не может. Пока не слышу. Смотри. О, что-то слышно было сейчас вот. Щелкнуло что-то.
Не слышу. Не слышу. Блядь, что он со звуком случился? Не, вообще звука не было. Я только щелчок слышу. Один раз щелчок был, как будто ты что-то вставил или что-то такое. Или типа включил микрофон. Алло, алло, О, слышно. алло. Все, 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 Есть? есть звук. Да, есть звук. О, супер. Хух. Блять, я думал, Даже все, рип. наушники подтянул. Жесть. А, ждем утра. Можно бежать куда-нибудь пошли. 120 онлайн и 70 FPS на 7800 SRD. Это вообще, конечно. А у тебя от башенки коробка осталась, которая сейчас на процессоре стоит? Где-то была. Ну, не Если ты, утром ставили. если ты название скажешь, просто людям будет интересно, на какой башне такая температура. Да это самая какая-то такая простенькая башня, она сколько за нее дал? В долларах это где-то баксов 15, наверное. А, Ну это чисто мне времянку поставили, чтобы я до завтра переждал, пока водянка придет. угу. Слушай, ну тут у тебя даже хуже, чем ты мне рассказывал. У тебя тут вообще все плохо прям. У тебя вообще прям, у тебя как на каком-то i3 работает, я не знаю. Ну вот это примерно в таком FPS я на Intel играл все время. Ну, на самом деле, ты говоришь 13700, да, у тебя был? Да, Я не думаю, что на КФ. 13700... Я не думаю, что на 13700 КФ в настроенном положении, типа, все, это что такое FPS, там больше будет намного. Это же достаточно мощный процессор. Он, понятно, что он, может быть, сейчас его нет смысла покупать, но он кипятильник, но он, сука, мощный достаточно. Ну, Жесть. Даже соткой не пахнет вообще. То есть, получается, Ryzen 7 800X3D в частоте 4.6, 4.7 он не способен выдать... Но здесь, блядь, тут непонятно. Тут он не выдает FPS, потому что частота маленькая. Да нет, она не такая маленькая. У 5700X3D вообще частота 4 ГГц. Он же как-то выдает. Здесь какая-то, блядь, глубокая более проблемка. Ну, вот питание точно мы это... Про него не забывайте. Это под замену 100%. Хм. Напишите в комментах, если у вас тоже 7800 X3D, и, блядь, все тормозит. Я вообще в шоке, конечно. Я говорю, я сижу, у меня за 2 дня, короче, человек 7 написал про это. Я уже просто людям отказываю, что я не знаю, что с ними делать, блядь. Это что, это какой-то прикол, нахуй. Ну, здесь понятно, здесь косяк не в процессоре. Ну, скорее всего, я надеюсь, не в процессоре. Но в блоке 100%. Настройки биоса мы сейчас посмотрим. Мы сейчас его немножко сделаем его холоднее, настроим, чтобы он этот поспокойнее себя вел. Вот. Биос там обновим, посмотрим, что будет. Это интересно, блядь. 90. Типа ты, ну ты стримишь, да, но стрим не забирает столько. Видюха не нагружена, кстати, обращаю внимание. Видюха 60%. Интересно. О, слушай, подожди, так... А этот сервак... Подожди, я тут на стриме что ли катал? Или нет? Как будто я тут был, блядь, сегодня. Слушай, ты, походу, на моем серваке катаешь или что-то такое. По-моему, да. нормально. Ну мы тут 3 дня зависали. Очень похожа карта, блядь. Но меня найдешь в пещере, сам знаешь. Я пещеру смотрю. Мне только Ой-ой-ой, они... не туда мы О, пришли. 50 FPS быстрее лови. Лови момент, блядь. Нормально. Уходим. Бля. Но могу еще возле города встать. Давай, давай, пошли в город. Это вообще прям будет показательно. «31 FPS, 28, 10, 70. Блять. Я представляю, как у тебя поломалась картинка ожидания реальности. Она у тебя какая-то разбилась. Это очень даже, да. Мне типы говорят, Бля. я утром подключаюсь, Discord, пацанам захожу, говорят, давай, сейчас там 160 железных. Блять.
А может они эти Потому твари что под шумок хайпа засунули другие процессоры внутрь этих, блядь, 7800? Чё бы за прикол, нахуй? 60 не знаю, FPS в потому что городе, бля. я у тебя твои видосы смотрю, где там раз по 300 FPS, думаю, блядь, ну по-любому надо брать X3D. 50, 50, блядь. Ужас какой-то. ну как-то так, да. Интересно. Даже интересно, что получится. Ладно, выходи, что. Давай не будем тянуть кота. Ужас какой-то. Комп в ребут, короче, все закрывай. Delete нажимай, когда монитор погаснет, сразу прям спам delete. И звони с телефона, ждем. Камеру, сам знаешь, закрой переднюю. Потом разверни ее на дискорде, включи. Бля, ну я, честно, даже не знаю, что сказать. Что-то жопа какая-то. Ну, это как-то страшно вообще. Я Че он, тут типа, да, из-за чистоты он так, типа, блядь, настолько плохо работает? Интересно. Интересно. Ага, так, видео вижу. Ты уже Так. развернул, да, все? О, да. Угу. Так, смотри, просьба такая. Если ты не затруднит, попробуй на бок телефон поставить, чтобы видно было весь экран. Но он у тебя не перевернулся, там надо в шторке, короче, это автопереворот поставить. Там где-то в шторке Мгм. ставится. Во, все, заебись. Так, у нас... так, гейминг. BIOS какой у нас? 00327. BIOS какой-то стародревний. Так, да, попробуем из этой версии что-то сделать, а потом еще обновим его. Нажимай F7. iTwicker, второе. Ага. Так, смотри. Здесь сверху нажми Enter. Выбери Expo 1. Угу. А Expo 2 поставь. А Expo 3. Не понял. Expo 3. Ладно, Expo 1 поставь. Что-то я не понял. А что столько режимов, а в итоге одно и то же. А вот здесь вот что? 32. Ну, не самая топовая память, но нормально. Так, хорошо. Пойдем, знаешь, куда? ПБО вниз. Вниз. Precision Boost Overdrive. Не, стоп. Сверху. Precision Boost Overdrive. Такая Ага. Да, вот ты в нее зашел. Так, Medium Load Boosted, Precision Boost Overdrive. Так, Scalar, CPU. Нам нужно Curve Optimizer внизу. Угу. Так, вот здесь Enter. All Chorus. Ага, негатив поставь. Позитив на негатив. Ага. Здесь напиши 30 внизу. Угу. Enter. Так, Мгм. Escape. Так, теперь смотри, знаешь, что надо еще сделать? Tweaker, Precision Boost Overdrive. Escape? Ага, нет, обратно вернись. Так, где у нас тут? Thermal Throttle Limit. Так, CPU Curve, Shaper, Boost. Medium Boost. Блядь, где тут у нас ваты выставляются? Что-то вот я уже подзабыл. Medium Boost. Ну, это все здесь, 100%. Платформ. М. Нет, не здесь. Не заходи, не надо никуда заходить. Сейчас, подожди, я подумаю. А Curve Optimizer открой еще раз. Ну, в курве там нету, скорее всего. Нет, в курве нету. Выйди. Знаешь, куда зайди? Да, еще раз выйди. CPU зайди, настройки. Вот здесь вверх крутани. Там есть CPU настройки, типа CPU Advanced Settings. Есть что-нибудь такое? Или ниже, может быть? Это было сейчас ЦПУ Прям вот так. вольтаж. Это вроде бы. А тут вроде Значит, бы конфигурация процессора есть. да, ну-ка открой вот это. Ага. Нет, не здесь, значит. В основных посмотри, на основные настройки. Основные. Здесь только время, да? Да. Понял, дополнительно вернись. Ты не торопись, подожди. Так, конфигурация USB, PCI, процессора, DTP. Ниже покрути. AMD CBS. AMD Overclocking, вот заходи. Accept. Угу. Так, AMD Overclocking. AM Manual CPU. Нажми Manual CPU Overclocking первое. Ну-ка. Ага, выйди отсюда, это не то. Выйди отсюда. Угу. Так, ниже. Вон, Precision Boost Overdrive. Выше, вон он.
Да, открывай. Да, нажимай Enter. Advanced. PBO Limits, Enter. Manual. Поставь, знаешь как, Motherboard. Motherboard поставь. Так, Curve Optimizer открой. Внизу. Enter. Alcoros. Негатив 30. Так запутанно зачем-то сделано, у вас в двух местах курва. F10S. F10S, звони с Дискорда. Мгм. Второй раз уже такое вижу, что у вас Curve Optimizer в одном месте и во втором месте спрятано. Зачем, блядь? Причем первый дублирует второй, и второй сбивает настройки первого, по всей видимости. Очень интересно. Прием. Да. Запустилось? Да, так, даю демку. Так, пойдем CPU Z. И я еду также по очереди. У тебя дрова все стоят на компьютере, диспетчере устройств? Да. Мгм. Да, я ставил и на проц, и на видюху. А на Не, проц и на видюху всё, что в диспетчер, если зайдешь, устройств. Не задача, а устройств. Ага. Это свойство компьютера надо зайти. Или так. Все, я вижу, закрывай. Так. Memory. Открой mainboard, пожалуйста, посмотрю дату биоса. Mainboard. Достаточно свежая. Мы не будем ее трогать. Материнка свеженькая, прям хорошая. Так, SPD открой, пожалуйста, еще раз. Я посмотрю, что там за профиля. XP6000. Там всего лишь один профиль. Я понял. Покажи слот 4. Слот 4, ага. Так, вижу. Прошлогодняя память у тебя. Свежая. Так, открой бенч. Бенч нажми. Пытается держать. Держит более-менее получше чуть-чуть, но все равно видно, что охлаждения здесь, скорее всего, недостаточно. Сейчас посмотрим, какое поведение будет у него в Аиде. Закрывай, пошли в Аиду. Знаешь, что в Аиде, покажи мне. Сверху на микросхему памяти нажми сейчас. Да, нажми старт и ничего не... Бля, ее бы активировать. Ладно, старт и ждем. Ничего не нажимай, жди. Делитель 1.1, вон у тебя 3000, Nord Bridge Clock. Memory Bus 3000. 1 к 1 измеряется, вон, видишь, у тебя 3000, 3000. Если бы у тебя было 1 к 2, то у тебя был бы Nord Bridge 1500. Еще есть делитель 1 к 4, это когда у тебя в 4 раза меньше частота Nord Bridge. То есть системной шины. Опа-на. Алло. Алло, да, комп ушел в ребут. Он пошел в ребут. Интересно, блядь. Я знаю почему. Я знаю сегодня почему. тестил. Все нормально, пойдем биос с компа. Окей, сейчас захожу. Это у нас, я так понимаю, курва 30-я не взялась. Здесь либо память не работает с завода, как должна работать, либо у тебя процессор не самый лучший. Мы же 30-ку поставили, 30-ка не везде едет. Это норма.
Так, есть, let's go. Угу. Оп, оп. F7. Так, туда же дополнительно. Вниз. AMD Overclocking. Accept. Этот, PBO. Precision Boost Overdrive. Ага. Курова. Внизу. 20 напиши. F10, F10, yes. Все, пойдем в винду. Ну, а если сейчас опять или уже не уйдет на ребут? Не, он сейчас просто включится у тебя и все. Если уйдет на Не, ребут, ну в будем плане, дальше. Нет, сейчас разберемся, дойдем до этого. сейчас тогда не буду переходить уже на это самое с компа на Discord. Сразу затестим, наверное. Тебе так удобно? Ну, просто если он сейчас на ребут уйдет, то чтобы не переключалось опять. Понял. Так интересно смотреть название монитора Cube, написано Tough Gaming, у меня такой диссонанс происходит. Монитор Asus или нет? Или это не Asus, или не монитор Asus? Это Нет, это компьютер прям это Asus, блядь. производитель такой. Это производитель такой Q. Да я понял. Просто уж написали бы уж Asus тоже, что, все должно быть Asus. Discord на автостарте стоит. Погоди, стой, пусть запустится весь мусор, подожди. Этот тест только запускается, когда все вообще у тебя прогрузилось. Все, прям закрывай. Ага. Все, да? Да. Стартуй. У тебя просто синий, черный экран, до свидания. О, да-да-да, сейчас запуск. Угу. .76, Так, да, ну у тебя? вроде бы... Да. Не, это пока что еще не показательно. Это еще мы даже не знаем, стабильно он или нет. Этот тест вообще не является каким-то стрессом. То, что он у тебя в черный экран улетел, вообще странно. Он не должен был. Мы сейчас его прожарим, еще посмотрим, как он себя ведет. Сколько у него ватт будет, мне интересно. Он с 73 он поднимет до 85, интересно. Семьдесят шесть и пять, 0,8, по-моему. Да. Угу. Пойдем, ДС. Давай. Ну, значит, процессор у него по курве неудачный попался. Сейчас убедимся в этом. Если у вас такое же странное поведение компьютера, понижайте просто курву. Я в среднем 15 ставлю, 15 у всех работает. Угу. Пойдем в Аиду, стресс-тест, огонечек. Угу. Статистик, старт. Он 85 ватт, как я и сказал. Угу. Частоты он такие делает из-за температуры, скорее всего. Что ему жарко. У них свой особый алгоритм какой-то сохранения кэша, по всей видимости, прописанный. Что он при таких температурах, чтобы он просто кэш не сгорел, блядь. А у тебя вот это значение ЦПУ, оно не меняется, почему-то колом стоит. Неужели он не согревается больше 78 градусов? У него как будто прописано по заводу, чтобы он не грелся выше этой температуры. Интересно. Водянка в данном случае очень сильно спасет нас, кстати говоря. Очень сильно, по всей видимости, спасет. Потому что она, ну, если она хорошая, она должна снять эту температуру, и процессор начнет нормально буститься.
Интересно, блядь. Водянка, Он, водянка должна быть хорошая, да. он даже по ваттам начинает меньше хавать. Ну, видишь, уже 77 хавает, а максимум было 85 Мгм. почти. Он стрельнул до 85 и сразу же откатился. Потому что у него температура 78 достигла. Он не пускает процессор выше 78 градусов. Он его лимитит по частоте прям страшно, блядь. В данном случае сейчас виноват конкретно вентилятор. Либо его установка, либо его несовместимость, либо еще что-то. Вольтажи у нас никак не поменялись абсолютно. Давай, стоп, и пошли в раз посмотрим, что происходит. Ну, курва здесь 20, значит, мы её оставляем пока что. Если что-то не так будет, 15 поставим. Блок под замену 100%, а охлаждение тебе завтра придет, но мы же на связи с тобой будем, так что это не проблема. Даже Ну, блок, я интересно. думаю, сегодня, если успею заказать, то, в принципе, до завтра тоже придет. Угу. Угу. Закрывай нахер ее. Не нужна. В расте главная температура 89 градусов показывает, а FPS монитор не запустил. В расте главное показывает 89 градусов, блядь, и температура, и частоты 4700. А здесь показывает 4000 частоту и температура 78. То есть в расте он себе разрешает греться и набирать такие температуры, типа. И при этом удержит частоты. Смотри, знаешь, что сделай? Зайди, пожалуйста, на настройки сейчас. И в экране убери, знаешь что? Лимит в меню поставь, пожалуйста. Внизу, сам внизу. Да, вот это ключи примени. У тебя просто кипит, блядь, сейчас. Отключи, всегда эту настройку юзай. Сейчас у тебя Мгм. температура упадет, смотри. Видишь, у тебя 60 FPS стало, все, у тебя должен прот сейчас охладиться. Но он у тебя почему-то не Что-то охлаждается. Слушай, а что-то что греется это, он. что это за хуйня? У тебя вирус какой-то стоит, а почему так греется-то? Что такое, блядь? Новая чистая винда, ну, не прям Хм. нулевая, а через macOS твикер, типа, ну, она чуть-чуть облегченная слегка. Что-то какой-то бред у тебя. А покажи диспетчер, пожалуйста. Что-то не то, блядь. А как он? В лимите FPS, типа, зачем он греется, блядь? Ага, проц, 31%. Так, 27. Может быть. А процессы? Ага. Че жрет? Ну, раз жрет, да, вижу, да. 4 дискорд. Ну да, нормально. Мне все нормально, типа. Пиздец. Закрывай. Пойдем в игру. Просто охлаждение вообще не справляется. Вообще не справляется охлаждение. Прикол, блядь. Какая же конченая крышка. Я вообще в шоке, блядь. Какая же она конченая. У него всего лишь 70 ватт выделения, блядь. Он выделяет как i5. Он i5 не греется вообще, блядь, с таким выделением. Охренеть. Дай бог, чтобы водянка спасла, вот я что тебе хочу сказать. Дай бог, чтобы она крышку эту ебаную пробила, потому что если водянка снять не сможет, то это, ну, возврат процессора будет у тебя. Вот это да. У тебя настройки мои скопированы, да, скорее всего? Еще раз? Настройки мои скопированы? Да, да. Мгм. Так, ну 50 FPS я уже не вижу здесь. Ну, Особо-то. уже поприятней, да. Чуть-чуть побольше стало как будто. Так, частота 4800, 90 градусов все еще остаются. Здесь вообще у тебя должно быть на вот таком ублюдском, застроенном, захламленном сервере, хоть и с низким онлайном, примерно, я думаю, где-то 100-110, может быть, FPS вот так вот в норме. Плюс-минус. Я бы вот Ну, такой на FPS. пляже так, наверное, и будет. На пляже у тебя должно быть 200 вообще на такой системе примерно. Можем сейчас проверить. Давай, кидайся, пойдем. 91 градус. Я того трубу шатал. Как же он себя душит. Он тебя лагает сейчас из-за кулька, получается. 120, 115, 110, 108, 130. Интересно. 4500 частота у него уже.
120. Ну, как Да. будто бы, блядь, мы 100 даже не видели, я помню. Сейчас как будто чуть повыше Ну стало. да. Водянки 150 Ну, догонят. Водянки 150 догонят у тебя. ну вот на пляже при прошлых тестах, когда я утром тестил, то ну сотка была на пляже, типа 100-110, вот такое. Ну вот, смотри. Так, ну-ка идем там, где мы изначально бегали. Ну, здесь две части, я говорю, потому что ему надо воду дождаться и блок питания. Я хочу, Мгм. людям будет интересно тоже понять. Ну, кстати, тут Тут похуже. соточка. Похуже, я вижу, я вижу. Да. Но в городе то, что работает лучше, это факт. Там вообще Ну да. 50 мы видели. Там, блядь, 80 плюс, Мгм. 90 спокойно. Это, видимо, вообще какое-то конченое место, прям вообще наглухо просто застроенное или что? Почему так работает? — 108, 90, блядь, 70. Охуеть. Он как будто разыгрался и уже чуть побольше стал. Может быть, именно то место лагучее. Но мы не будем сейчас к этому цепляться. Тут задача в другом. Компьютер спасти сейчас надо, по большому счету. Сейчас надо его спасти от температур. Надо спасти блок питания этот конченый. 4600. Он постоянно частоту скидывает. Он уже 92 градуса нагрелся, бедолага, блядь. На такой температуре он еще какой-то FPS выдает. Это вообще, в принципе, удивительно. Это уже больше, чем у большинства. Да, У тебя, плохо ему. у тебя блоки питания какие вообще продаются? В плане? Ну, можно какой-нибудь, допустим, дипкул купить? У тебя есть дипкулы, чтобы А, попроще? тут скажи просто, что нужно, я закажу. А, просто любую Дипкул, модель да, вообще? вроде. Ну, в принципе, да. А напиши дипкул PM 850. 850. PM 850, он должен быть gold. С проводами с отстегивающимися. Сейчас я проверю, одну секундочку. Чтобы тебя не обмануть. Так. Так, PM 850. Голд. Угу. Или PM, подожди, приступ. PM 850D 80 плюс голд. PM 850D, да, должен быть. Есть такой, да? Угу. Да. Вот такой нужен тебе блок питания. Мгм. А пойдем куда-нибудь... Слушай, вот это будет интересно тоже. А пойдем в джунглях побегаем? Блять, очень прошу. Давай. Это моя любимая. Извини, что я издеваюсь над вами чуть-чуть. Вас таскаю. Да, Что я над Райзенами ржу, бля. Меня же хейтят за то, что я ржу над Райзеном. Но мне нравится. Хули, не только над Intel ржать же, блядь. Все они в этом, да, мне кажется, повязаны, блядь, в этих лагах. Все эти процессоры, и Intel, и Ryzen. М, Твои вот ожидания после того, как ты все сделаешь, поменяешь водянку, поставишь на процессор и блок питания, когда сделаешь. Вот просто вот твои ожидания. Мне кажется, ты уже, наверное, ничего не ожидаешь. Я уже ничего не ожидаю. Я уже, ну, тот FPS, что я сейчас вижу, я такого раньше вообще не видел. Блять, бедолага. Не, ну я знаешь, что думаю? 150 у тебя будет. Вот сейчас 130, видишь ты? Вот здесь будет, в этом же месте будет 150. Вот все, вот то, что я тебе обещаю. Ну, кто живет на Остальное... таком месте? Остальное извини. Больше не будет, блядь. Ну, а что добавить можешь, что поменять, не знаю. Да ничего ты не поменяешь. Я говорю, это паранойя, это бесконечная замена всего, блядь. Ну смотри, у тебя видюха типа стоит не такая мощь, у тебя 4070 обычная. Если я правильно понял. У тебя же не супер обычная. Да, да, Вот. обычная. Процессор что? Ну 9800 X3D. Ну он стоит в 2 раза дороже, чем твой. Он тебе нужен, скажи? Ну, у тебя будет вместо 150 170 FPS, 180 будет вместо 150. И все, что ты получишь. Все. Больше ничего не получишь. Так. Мне знаешь, что Да, интересно? Что печальная гонка. перед тем, как ты уйдешь, мне интересно,
Какой у тебя все-таки охлаждение на процессоре? Очень интересно. Я тебе смогу сказать, потому что он лежит у меня в машине. Я смогу пойти и коробочку смотреть. Окей. Окей. Хочется, чтобы ты по лианам покатался и показал, как у тебя 70 FPS. Сейчас, наверное, там, наверное, в комментах напишут: блядь, тушите его, выключайте, вы ублюдки, что вы делаете? У него 91 градус, блядь, тушите его нахуй, срочно. Что вы делаете? Не, нормально, 14 дней еще на гарантии. Пускай сгорает, да? Ну а что ты скажешь, ебать? Вы собрали, правильно? Оно сгорело, я чуть Ну при чем здесь? А был дымок и что? У меня же нарисован на заставке, видел? Мгм. Это, кстати, один из них. Ой, блядь. Это Понял, типа, да? прибежали. Нет, это турелька. Тройка. Это, кстати, был на фотке как раз-таки один из или 7800 или какой-то проц. И, кстати, в Asus. Самое интересное. Asus вообще сжигало процы эти в начале. Мгм. Но здесь база большая, я тут не буду смотреть FPS. У меня тоже так Мгм. работает. Это огромная база. Просто огромная база. У меня здесь на моем интере где-то будет вот 70, вот так вот тоже примерно FPS. А как они там живут? У них еще ж такие хлебопечки. Они все играют на 9950 X3D и 5090. Все абсолютно, я говорю. Да, не, нормально, блядь. Ну, застроенный сервер, понятно. Это же американец. Сейчас они спят, получается. Они Американец сейчас и лонговый. ночью сейчас они припрутся, тут 400 будет. Ну, 300 будет, типа. Мгм. У меня на старом компе мы на одном таком сервере попали на застроенную базу, эскалатор full застроен. У меня там было 30 FPS, чтобы ты понимал, 30-40. Угу. Там такой пиздец творился у них дома. Ну, просто смотришь на их базу 30 FPS, разворачиваешься 70. И потом люди вот удивляются, что как так на стриме у стримеров на 7800, типа FPS там 50. А я им объясняю, я говорю, вы просто играете, у вас 1 FPS, а если вы запустите OBS, блядь, 250 чатов, нахуй, все вот эти видеоэффекты, которые там накладываются, донатики всякие, браузеры, все это говно, все это запускайте, у вас в итоге остается 50 FPS. Вот не верят люди, я говорю, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, А что он здесь делает? Это, блядь, другой биом, алло. ну загулял. Сука. Уберите кота своего, блядь. Мы его тут еще и в 90. городе встречали, где вот тут он в городе был. Мгм. Местное жигало, блядь. Мгм. Так, ну добро пожаловать. Ага. Так, ну борьба идет пока 90, вижу, да. 95. Пацаны, которые на Ryzen 7700, сразу говорю, если вы сейчас смотрите и видите такой же, как у вас FPS, или там у вас чуть ниже, это вся разница, которая вас ждет при переходе на 7800. Мы, конечно, обязательно расскажем, что будет после того, как все сменится, но просто вы должны понимать, что, по факту, как оно, блядь. Что здесь никаких 200 нет даже близко вообще. Что это такое? Это ты обратно Поехали. прилетел? Не знаю. 90. Не, ну, блядь, это неплохо. Это не прям позор, ну честно. 100, 90. Ну, я думал, будет хуже, да. Странно другое. Ты вот здесь бежишь, у тебя 100 фп, 120, а там ты бежал по полю, помнишь, у тебя сотка. Вот где ты говоришь, давай проверим в том месте, где я бегал. То есть у тебя вообще в джунглях лучше, получается, работает. Странно, блядь. Не всех они, видишь, не все глушат. Здесь вот сотка. Я смотрел типа, который был, знаешь, на какой системе? На 9800 X3D он катал. И на 5060 Ti он, короче, в джунглях построился, понял? У него FPS был в среднем где-то 150, прикинь. Я не знаю, что за сервак у него, я не могу сказать, что за сервак. У него вот здесь вот 9130, у него вот здесь 150-160 такой FPS был на 9800. У тебя Не, ну сейчас, может кстати, еще сервак такой. да, сервак влияет очень сильно. Ты сейчас воду поставишь и получишь еще примерно 15-20 FPS, и на этом все, по сути. Воду?
Мгм. Не, я имею в виду водянку. А, водянку. Мгм. Ну, кстати, вот чисто даже ради интереса какой-то там, ну, вот даже не знаю, что там, U-Medium. Мгм. Ну-ка. А в чем разница, типа, принципиальная? Типа то, что на лонгах они, клоуны, строят огромные базы, на медиумах никто не собирается строить большие базы, да? Вот там разница. Да, на лонгах большие базы. У меня сейчас, наверное, пролагает Discord. Мгм. Я тебя слышу. Да, на лонгах и базы большие, и кланы играют. Ну, просто против кланов как-то повеселее, когда тебя там пушат 15-20 человек. И больше, ну, ощущение, адреналин больше зашкаливает. Я вот, знаешь, вот я просто много играю в Rust, я все пытаюсь понять, а что, реально, типа, они отличаются чем-то? Как будто бы везде, зерги везде найдут место себе, блядь, такое ощущение. Ну, типа, да, но в основном, ну, на этих, на семинедельных они там мало играют. Там, ну, в основном заходят типы, там, пачки 4-10 человек, типа, ну, это в среднем. Ну, просто я тоже много играю. А вот так мы с кентом залетаем, нас там 2-3 человека, залетаешь на лонг, строишься под кланом, начинаешь их заебывать. Ну и все, и пошла жара. Это весело. Опять ночь. Ну, как бы ночь, ночь, пляж, сотка. Ночь вообще должна быть, типа, 200, я не знаю. 4700, 4800. Странно, блядь, вообще очень странно. О, ну на нем уже реально можно что-то греть. Я так пальцами пробую легонько. Угу. Но он там и слайд нормально уже. Он до кондиции такой дошел, прям хороший, уже прям температура велдана прям такого хорошего. Ну сейчас еще чуть-чуть, я тут себе чай поставлю на нем. Температура хоть и пойдет чуть-чуть, блядь. Не, а что, башню сделали бы с формочкой для воды, чтобы заливать туда, блядь? Нормально. Пакетик закинул чайник туда, блядь. Вообще кайф. Ну, ночью мерить не объективно. Хотя у меня ночью почему-то всегда, блядь, FPS как будто на 100 больше. У меня вообще, я бегаю ночью, у меня типа там 200 FPS вообще спокойно может быть. Ну, что-то 90 тут ему... плюс. Я знаешь, на что могу списать такой низкий FPS еще? Короче, вот для тех, кто тоже слушает, запомните одну такую простую вещь. Когда у вас процессор в постоянном режиме поиска частоты и вольтажа, а у него процессор сейчас именно в таком режиме, обрати внимание на свои вольтажи, кстати, слева у тебя показано 0.98, 0.97, 0.96. Он, видишь, и частоту постоянно дрочит, то 4700, то 4400, то еще. То есть процессор у тебя сейчас постоянно смотрит на то, что ему жарко, и у него все время варнинг, 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 типа мне жарко, жарко, жарко. И он в режиме постоянно самозащиты постоянно снижает ее, то поднимает, то снижает. А когда у него есть запас по температуре, он этим не занимается. И у него колом стоят его частоты. Например, там 5050 у тебя будет в стоке он. Вот в чем прикол. Это очень важный момент. И когда у вас процессор в режиме постоянного поиска и самоохлаждения, у него, естественно, он очень много на это своей силы тратит. На вот этот поиск частоты. У тебя вот сейчас 4300 проскочил, я видел. То есть он уже вообще, типа, он моросит прям по-дикому. Мне интересно, 9800, он такой же горячий или он холоднее, блядь? Он, по идее, должен быть холоднее, но при этом должен быть по частоте 5 с чем-то. 5,4 что ли он? Или 5,2? 5,4 вроде. Я этот прикол еще давно на Intel заметил. Когда процессор постоянно перебирает, как карты, вот так вот у себя в руке частоту с температурой, с вольтажом, вот так вот постоянно меняет, не может типа нащупать, ему как будто плохо, то есть он все время чем-то занят. Это как человек, с которым ты разговариваешь, он картошку чистит постоянно. Вот это то же самое. Он вроде бы не занят, но он картошку все время чистит, блядь. Здесь то же самое. Просто типа занят этой фоновой хуйней, вот этой бесполезной. Нет, что, блядь, 86 пацанам дать FPS нормальный. Да, он просто... О, О, вот это вообще осуждаю я. Отдельный вид осуждения, блядь. Кто придумал на тягу да, совать выйти? Это везде вообще. да и фиксили вроде бы урон им, блядь, что-то. Ждем день.
Да. Что думаешь вообще вот во всей этой ситуации? Маркетологи вас всех обманули? У них получилось? Я больше всех повелся на это все. Ну, типа, ты реально, я ожидал вообще совсем другого. Я с такой надеждой запускал это все. Думаю, вот сейчас поиграю, да. На тебя 150 FPS устроит? В центре карты, да. Нет, в тяжелых сценах у тебя будет, например, около сотки, вот как мы бегали, а, например, там, где не тяжелый, 150 плюс, например. Тебе будет нормально Вот так? если ниже сотки не будет, мне вообще будет с кайфом. Это примерно на это нужно ориентироваться. А тебе сказали, что у тебя будет там 160 плюс, туда-сюда, типа вот там. Ну, примерно, да. А так все Как время все говорят. люди говорят, у которых этого нету, они все время, насмотревшись видосов на пустых серваках, они делают такой вывод, что типа вот, надо брать вот такой процессор, он там в видосе увидел его. У них вот При том, что почему-то... Мгм. у меня знакомый на ноуте, у него Ryzen 5, не скажу какой, но тоже X3D, и у него видяха 1060, если я не ошибаюсь. Ну, прям вообще там типа жестяк. И он играет, там, где я стою, у меня 70 FPS, у него сотка. Он говорит, блядь, это все А, X3D. подожди, какой ноут не может такого быть? 1060 никак не может быть. Это же старый видюха, а процессор новый, ты говоришь. Ну, у него видюха в том плане, что не скажу точную модель, но типа прям херовая видюха. У него не новый ноут, просто что процессор X3D. Хм. Это, кстати, очень необычный ноутбук у него. Такие ноутбуки, они же единичны. Это почти... У него почти уникальный это ноутбук. Ебать, он тебя убить хочет. Ну, Интересно, что тогда за не знаю. ноут. У него интересно, что за ноут. Я посмотрел бы. У меня такие вообще не попадались. Я знаю, что они есть на 3D, но очень дорого стоят они. Знаешь, что учитывать надо? Все настройки, которые у тебя стоят, надо учитывать, какая там операционка стоит и так далее. Я сомневаюсь, что в полноценном виде, когда у тебя все работать будет, что у него будет мощнее. Я прям очень сильно сомневаюсь. Я думаю, он привирает немножко. Увеличивает обычно на какой-то процент то, что у него по факту. Где такое, да. Людям Тут свойственно, было. свойственно врать людям, придумывать. Ну, именно вот что-то рассказывать, все время поднакидывать сверху чуть-чуть. И при том, что я вот сейчас, ну, вчера вот это закупил, считай, мать, проц и оперативку, и отдал за это где-то, бля, 700 бычей. И я думаю, вот, сейчас, да, сейчас повалит. Угу. Трата не зря. Не, ну, в принципе, то, что сейчас, это уже лучше, чем было, но... Мне интересно, что будет замена блока, что даст. Потому что у тебя сейчас по питальнику процессора, у тебя, во-первых, недопитание процессора и видеокарты бесконечно происходит, пермоментное. И то же самое у тебя с 5 вольтами. Блок питания заменить обязательно, посмотреть надо. Мне вот, когда все заменишь, нам надо, короче, связаться и посмотреть вообще итоговый какой-то замер. Это пиздец как интересно. Потому что когда все будет Думаю, новое, оправдание уже не прокатит, типа, что вот у меня тут то уже там будет поздно. То есть, по факту, уже надо будет принимать решение, ты на этом будешь сидеть или ты от этого будешь отказываться, и оно тебе не надо. ну да, ну, считай, еще завтра, если заменю блок питания, то у меня все новое, кроме видюхи. Угу. 73. Что ты как-то медиум, как будто бы, блядь, какой-то жесткий. Жесть. Мы только что бегали в абсолютно таком же месте, у тебя было 120-100 FPS в джунглях. Обрати внимание. Вот А ты сейчас 60-очка сюда. 60, да. А здесь что, база, может, какая-то стоит? Ё-моё. В 160 онлайна. М. Да, это вообще, конечно. Ребят, смотрите, я сейчас сделаю такую скидку на то, что игра реально стала тяжелая. Я хочу, несмотря на то, что у него сейчас весь компьютер кривой, он по-прежнему очень мощный, у него комп. И здесь действительно тяжело компьютеру. Любому будет компу здесь тяжело нахуй. Здесь любой дебил придет на каком-нибудь там, не знаю, дефолтном Ryzen 5 каком-нибудь там 5600. Он умрет здесь просто в 50 FPS лагах нахуй. Здесь не просто так лагает. Здесь не просто 7, это 7800 и на коленях все стоит. Если он тормозит, поверьте мне, здесь все другое точно тормозит.
И пускай сказки не рассказывают, здесь, блядь, что тут типа вот, я... Ага. Я там типы какие-то есть. Что, двушка? Это что, дип? Постанова какая-то, блядь. Ага. Извини. Ага. Нахуй -2, ёп. Погнали, ой-ой-ой. А, третий верстак, я понял, ты игру прошел только что на Ну запись. все, в принципе, заканчиваем. Можно доливать, блядь. Ну все, поиграли, хватит. Пацаны поиграли, это да, блядь. Ой, сука, клоуны. Это же 6 часов игры примерно у него сейчас в руках. Ну Не, все. он третий... Ну, гены топовые. Гены, блядь. О, все, нормально, хазик у меня есть. Хернись у тебя он шприц. Ага. Сука. О, и дом можно строить. А, еще и помповый, я понял. О, Вон еще кастрюльку забрать можно. Кастрюли, вон, кастрюли. На голову, ага. кастрюля сюда. Ну все, в принципе. На чем мы зарядили? Нормально. Все, вайп пройден, в принципе. Пиздец. Парни поиграли. Можно в мирку Опять идти и молится. говорить, чуваки, берите оружие, я ливаю с сервера. Скажи, что я играл 3 минуты на серваке, блядь. Ну вот, вот о чем я говорю. Вот что серваки вот эти медиум, ну неинтересно. Зашел типа в двухклассную, пошел игру прошел. Ой, бля, нет, сюда я не пойду, бля, там турельки ебучие. А это я говорю, это люди, которым надо к врачам срочно. Вот эти ставильщики турелей в лесу, это вообще конченые. Сейчас еще, да, домик бы деревянный найти, да Reddit, и игра пройдена. Напишите в комментариях, ребят, что вы думаете, что будет у нас, когда температурки вернутся, блядь. Я, конечно, очень сильно надеюсь, что человек получит свои плюс 20 FPS. Ну, скорее всего, их получит. Но он уже, как это объяснить? Он уже не сможет все равно впечатление улучшить об этом устройстве, скорее всего. А, у тебя еще хватает на рейд. Понял. А, ну... А, А, ну, нормально, пойдет. да, нормально, не жалко. Кому-то жизнь подпортить чисто. Мистри. Самое главное, чтобы у тебя не было таких моментов, знаешь, вот и у тебя, и у других людей, которые мне часто в комментах пишут: блять, а ты чё? А чё ты память ему не разгонишь? А чё ты там это? А чё... Да, блять, пацаны, успокойтесь, не паранойте в этом плане. Типа, вот у него сейчас стоит 6-тысячная память, у него там делите 1 к 1, как вы любите в комментариях писать и так далее. Не получит он FPS, разгоню я ему память, что? Он получит 3% прироста. А займет это 7 часов. О, даже нет. А займет это 7 часов времени. Он очень Вот и жестко наигрались. Да. Вот и вайп нахуй. Вот и все. У него ничего с компом больше не сделал. К сожалению. Здесь пока ничего. Блок питания мы, слава богу, увидели, я обратил внимание. А водянку сейчас он поставит. Вот. А насчет кулечка он мне напишет. Поэтому я думаю, здесь можно записи заканчивать на этом. Вот. Так что. Всем спасибо, пишите комментарии, пацаны. Ждите новостей.